Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Talking Heads. Вообще, это не просто группа, а целая космическая аномалия, что начала рвать пространство-время в конце 70-х. В 2005-м их даже ввели в список 100 величайших артистов всех времен по версии Rolling Stone, где они заняли почетную 100-ю позицию. Но вы же понимаете, что это не за чеканную речь Дэвида Бирна, а за их музыку, которая заставляла мозги взрываться, как шампанское на день рождения. Шотландец Дэвид Бирн впервые огласил окрестности нервным младенческим воплем в 1952 году, а 18 лет спустя, конечно же прожив перед этим некоторое количество лет в Канаде, юный Дэвид переступил порог Род-Айлендской школы дизайна. При наличии у Бирна явного художественного таланта пересилило другое – отсутствие контакта с другими студентами, отчуждение и стресс. Едва продержавшись год в этой школе, Бирн бросает учебу и убивает массу появившегося свободного времени тем, что тихо сам с собой поигрывает на гитаре. Потом он некоторое время путешествует автостопом, но возвращается в Род-Айленд не столько для учебы, сколько для участия в одной местной группе. Дэвида поддерживает один из немногих колледжских друзей Крис Франц, который постукивает на барабанах. И следующие 2 года они регулярно играют рок-стандарты на студенческих вечеринках. Однако все когда-нибудь кончается, и летом 1974 года Франц заканчивает учебу и отправляется на поиски работы в Нью-Йорк. Там он снимает квартиру в Истсайде и приглашает приехать к нему Дэвида и свою подругу по колледжу Мартину Уэймаут. Неподалеку от маленькой квартирки, где живут эти трое, располагался клуб CBGB, переживавший не лучшие свои времена. Глядя, как некоторые выступления проходят по 10-15 человек, Бирн и Франц решили, что это оптимальная площадка для молодой группы. Сыграться, отладить сценическое шоу и вообще привыкнуть к публике. Но полноценной группы пока не было, и в первую очередь не хватало басиста. Дэвид и Крис перезнакомились с кучей претендентов, но потенциальные басисты скептически оглядывали совсем не рок-звездного вида парней и отказывались. А Мартина все это время тихо сидела в уголке, и именно в этот уголок обратили свои взгляды Дэвид и Крис после нескольких месяцев тщетных поисков. В ответ на такое предложение Мартина пожала плечами и стала копить деньги на бас-гитару. И так возникло трио, а весной 1975 года у трио появилось имя – Talking Heads. Когда у музыкантов накопился кое-какой репертуар, они наконец отправились на аудиенцию к хозяину CBGB. Тот с некоторым недоумением посмотрел на троицу, мало напоминающую буйных рокеров, но дал им возможность отыграть на разогреве у панк-группы Ramones. Странное это было зрелище. Простецкий улыбающийся кудрявый барабанщик, басистка Тина, которую с 10 шагов принимали за мальчика-подростка, и центральная фигура всего этого представления Дэвид, который по ходу концерта превращался из бедного интеллектуала в комок нервной энергии, выкрикивающий слова на фоне галопирующего ритма. И если поначалу на них ходили лишь нью-йоркские умники, видевшие перед собой группу интеллектуалов с гитарами, то потом и прочая публика осознала, что концерты Бирна и компании сносят крышу не хуже тех же самых Ramones. CBGB из захудалого окраинного клуба становится модным местом, куда ходят смотреть на будущее американского рока. Ramones, Патти Смит, Блонди
и, соответственно, Talking Heads. Это довольно пестрая компания, у которой, тем не менее, есть общие черты: энергетика, минимализм, гитарный звук и неприятие помпезного стадионного рока 70-х. Позже это назовут новой волной. В конце 75-го посмотреть на Talking Heads приходит босс небольшой звукозаписывающей компании Сеймур Стейн. Ему нравится, и он предлагает группе контракт, но Бирн, по студенческой привычке враждебно глядящий на мир, отказывается. Тогда же на горизонте появилась фигура Джерри Харрисона. 27-летний музыкант, ранее игравший в культовых Modern Lovers, проявил интерес к ним, а тем как раз был нужен второй гитарист и клавишник для уплотнения звука. Харрисон сыграл с ними пару концертов, однако учеба в Гарварде мешала ему стать полноценным участником группы. И между тем известность группы растет. Они выезжают в другие города, и к осени 1976 года неутомимый Стейн все-таки уговорил Бирна подписать контракт, и они начали запись своего первого альбома. Им подобрали опытного продюсера Тони Бонджови, чей младший кузен Джон пока еще учился в школе. И, вероятно, по причине разногласий во время записи, Дэвид Бирн впоследствии характеризовал Тони как одного из величайших придурков на свете. Бон Джови все порывался сделать нормальный рок-альбом и выпрямить Talking Heads, но те не выпрямлялись. В разгар этих боев Харрисон закончил Гарвард и стал четвертым участником группы. Завершив запись, группа отправилась в большое европейское турне на разогреве у тех же Ramones. И до конца года они колесили по Европе и Америке, однако Крис и Тина выкроили время, чтобы официально оформить свои отношения. И осенью 1977 года выходит многострадальный дебютник. Он скромно ютится в хвосте американских чартов, но нравится критикам. Посреди разразившейся бури панк-рока Talking Heads чудесным образом смогли совместить энергию андеграундной группы с разнообразием ритмов и небанальностью текстов. Жемчужина альбома — песня «Psycho Killer», где Бирн в неврастеничном монологе срывается на французский. Эта песня стала их первым хитом. Звучало все это так, будто ты находишься внутри фильма ужасов, но при этом хочется подпевать. Дэвид написал эту песню, когда был еще студентом. Ему казалось, что она должна быть про сумасшедшего человека, который живет своей жизнью, но при этом его действия предсказуемы. И эта песня не просто о психопате. Это о том, как мы все иногда чувствуем себя немного не в себе. А ритмы, они были дерганными, как танец человека, которого привязали к электрическому стулу. И этот диск стал началом чего-то большего. После произведенного альбомом впечатления в 1978 году они возвращаются в Европу уже как хедлайнеры. Молодые британские группы XTC и Dire Straits играют у них на разогреве. И там же в Европе проживает горячий поклонник Talking Heads по имени Брайан Ино. Он приметил американцев еще на гастролях 1977 года и теперь изъявляет желание продюсировать их следующий альбом. Предложение принято, и в следующие несколько лет Ино доведет до совершенства основанный на панк-фанковом ритме их музыку. Более того, между ним и Бирном возникнет взаимопонимание едва ли не большее, чем между Бирном и остальными участниками группы. И второй альбом получил ироническое название «Еще песни о строительстве и еде». В этом альбоме
они пустились на хитрость. Дело в том, что если в Европе группу принимали на ура, то для Штатов они были слегка экзотичны. Чем дальше от Нью-Йорка, тем меньше понимания встречала новая волна и Talking Heads как ее часть. Поэтому на альбом была записана специальная песня для провинциальных радиостанций под названием «Возьми меня к реке», чтобы, когда усатые фермеры со Среднего Запада припрут диджея к теплой стенке и начнут допытываться, какого черта ты ставишь эту новую волну, диджей мог бы честно ответить: «Парни, да это же старая песня Элла Грина. Какая ж тут новая волна? Трюк сработал». И эта песня попала в американский топ-30. Ну а впоследствии она была услышана даже в Питере неким переводчиком, который тут же записал что-то вроде «Возьми меня к реке, положи меня в воду». Альбом 1979 года зафиксировал новую ступень развития группы. Все стало чуть более спокойным, но именно что чуть-чуть. Группа активно гастролировала и постепенно менялась. Роль Ина все возрастала. Он уже не только продюсировал студийные альбомы, он играл на клавишных, на гитаре, на перкуссии и даже подпевал. Фактически он становится пятым участником группы. И если Дэвид был обеими руками за, то остальные трое отнеслись к такому повороту опасливо-ревниво. В 80-м трещина между Бирном и остальными становится очевиднее. Он записывает с Ина совместный альбом, экспериментальную работу, где электронные коллажи накладываются на африканскую перкуссию. В такой непростой ситуации группа отправляется в студию для записи 4-го альбома. И уже заранее было ясно, что адекватно зафиксировать новый материал ни вчетвером, ни впятером невозможно. И они расширяют состав аж до 10 человек. И в августе 80-го этот мини-оркестр дебютирует на сцене, а потом еще отправляется на Багамы для работы в студии. И новый альбом оценивается критиками как лучшая работа группы. Но даже если это и так, то ребята явно изрядно вымотаны и хотят отдохнуть друг от друга. И с Ина они работать больше не будут. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Бирн, как признанный лидер группы, бросается в море новых проектов, включая сочинение музыки к балету. Джерри Харрисон рекрутирует старых приятелей и записывает сольный альбом. Слегка растерянные Крис и Тина наблюдают за амбициозными проектами коллег, но тут глава Island Records Крис Блэквелл заманивает их в студию, и там записывается этакий семейный междусобойчик с участием двух сестер Тины. И одна из записанных танцевальных песенок внезапно становится мировым хитом, став номером 1 в дюжине стран и дойдя до 7-й позиции в Британии. А в США эта песня основательно цепляет черную аудиторию. Удивленные своим успехом, Крис и Тина записывают целый альбом, и таким образом у них появляется собственная группа Tom Tom Club. Это служит своего рода терапией от чувства собственной неполноценности, и в конце 1981 года Talking Heads воссоединяются как настоящая группа, где каждый имеет свой собственный вклад.
82-й был отмечен продолжающимися хит-парадными успехами Tom Tom Club и гастролями Talking Heads. В ходе этих гастролей режиссер и будущий постановщик «Молчание ягнят» отснял материал для их фильма, впечатляющего документа о буйном концертном шоу Talking Heads в расширенном составе. Ну а в 83-м возобновляются студийные релизы группы. И все это, на удивление, ровные и удачные работы, спродюсированные преимущественно самой группой. Можно сказать, что это более доступные для широкой публики записи, более поп-ориентированные и более оптимистичные. Но нельзя также сказать, что они хуже первых 4 альбомов. Элементы разнообразной этнической музыки стали непременным атрибутом этих пластинок, и говорить об отсутствии идей не приходилось. Коммерческий успех также не оставлял группу. К примеру, альбом 1988 года стал их самым успешным альбомом в Англии, дойдя до 3-го места национальных чартов. Но трещина, возникшая между участниками группы в начале 80-х, сохранялась. Каждый из них познал вкус самостоятельной работы и не спешил ее бросать. Параллельно с Talking Heads существовали музыкальные и кинопроекты Бирна, работали Tom Tom Club. Все как будто заранее заготовили себе запасные аэродромы. Единство бедных студентов середины 70-х естественным образом кануло в лету. Концертная деятельность группы в это время практически сошла на нет, и когда в 1988 году амбиции Бирна получили такой мощный допинг, как Оскар за лучшую музыку к фильму «Последний император», будущее Talking Heads стало выглядеть как-то уж совсем туманно. Харрисон в том же году выпустил 2-й сольный альбом, который, как и первый, провалился, что вынудило Джерри переквалифицироваться с большим успехом в продюсера. Крис и Тина тоже освоили эту профессию, поработав с Зигги Марли. Про него, кстати, есть ролик на канале. Но им было не угнаться за Бирном, который успевал и записывать сольные пластинки, и пропагандировать бразильскую музыку через собственный лейбл, и писать музыку для кино и театра, и выступать с лекциями, и заниматься художественной фотографией. Для Talking Heads места в этой насыщенной жизни уже не было, о чем Бирн и поведал прессе в конце 91 года. Антология, которая вышла в 92-м, вроде бы подвела итог существованию группы, но оказалось, что не все так просто. И если Бирн легко шагнул на новую ступень и не собирался оглядываться назад, то остальные трое не видели причин так просто отбросить важнейшую часть своей жизни длиною почти в 20 лет. В некоторое время они ждали, пока Бирн насытится сольными проектами и захочет вернуться в группу. Этого не произошло. И тогда Тина, Крис и Джерри сами попытались войти в контакт с Дэвидом, но тот отправил общаться с бывшими коллегами адвокатов. И в середине 90-х ситуация выглядела довольно странно. Бирн, чей последний альбом практически провалился, упорно отказывался идти на воссоединение. Остальные трое столь же упорно настаивали, причем Уэймаут и Франц получили кучу денег от Марайи Кэрри, сэмплировавшей их старую песню для своего международного хита, так что не деньги гнали Тину, Криса и Джерри под старую вывеску. Но что же? Возможно, ностальгия, возможно, зияющий пробел, образовавшийся в их мире после того, как Дэвид окончательно стал свободным художником. В мире Бирна такого пробела не было, или же он его предпочитал не замечать. Так или иначе, но к осени 94-го Уэймаут, Франц и Харрисон смирились с мыслью, что Бирн не хочет с ними работать, но что мешало им продолжать работать без него. Деньги Марайи Кэрри пошли на благое дело, на запись альбома. Однако тут проснулись адвокаты Бирна, и разгорелась битва вокруг названия Talking Heads.
Бирн первоначально хотел запретить им использовать как полное название, так и сокращенное, но в итоге Talking Heads было признано совместным владением всех четверых, и оно пошло в ход. Можно, конечно, сколько угодно обвинять Бирна в эгоизме, паранойе, самоизоляции и бог знает в чем еще, однако его роль в группе была столь значительной, что воссоединение по формуле -1 создало, по крайней мере, две проблемы: кто будет петь и кто напишет тексты. Выход был найден довольно оригинальный: пригласить разных певцов по одному на трек и поручить каждому написать свой текст. Учитывая легендарный статус группы, недостатков желающих не было. Ветераны новой волны и новые знакомые оккупировали студию. Там были и Дебби Харри из Блонди, и Ричард Хелл из Television, и Энди Партридж из XTC, и многие-многие другие. И альбом вышел в начале 96-го года и был встречен довольно прохладно. Упертые фанаты классической группы заведомо прокляли этот проект, критики в очередной раз высказались насчет руководящей и направляющей роли Бирна, без которого ничего путного получиться не может. Не то чтобы это была катастрофа, это просто не было произведением группы, напоминая скорее нечто вроде трибьюта, непонятно чему. Но каждый из 11 певцов притащил собственные влияния, и уж совсем нереально было вытащить всю эту банду на гастроли. В итоге вся затея закончилась чрезвычайно быстро, и с тех пор никто не любит о ней вспоминать. Крис и Тина вернулись к Том-Том Клабу, Джерри погрузился в продюсерскую работу, а где-то в параллельном мире с размахом творил мастер разнообразных искусств Дэвид Бирн. У этой истории будет хэппи-энд. В том смысле, что Бирн все же выберется из самосозданного кокона и объединится с остальной троицей ради выступления на церемонии введения Talking Heads в зал славы рок-н-ролла. Было это в 2002 году, и к этому времени Тина и Крис в очередной раз докажут свою абсолютную творческую состоятельность. Они создадут группу Gorillaz и изрядно подергают за веревочки мультяшных обезьянок. Но это уже совсем другая история. Ну а сейчас Talking Heads — это уже не просто группа, это целая эпоха. Их влияние чувствуется в каждом втором артисте, который пытается быть оригинальным. От Radiohead до Arcade Fire. Все они своим образом обязаны этим парням из Нью-Йорка, которые показали, что музыка может быть одновременно и интеллектуальной, и танцевальной. Так вот она, история Talking Heads. От маленькой студии в Нью-Йорке до мировой славы. Это были не просто 4 парня, играющие музыку. Это был целый мир, где странные тексты, необычные ритмы и уникальный стиль соединились в одну мощную силу. И если хотите услышать что-то, что заставит вас задуматься и потанцевать одновременно, включайте Talking Heads. Это вам не просто песни. Это истории, которые никогда не закончатся.